Сегодняшнее видео больше, чем просто рецепт. Сегодня у меня праздничная выпечка. Яркий кекс с рисунком на разрезе, который все же помотал мне нервы. Я покажу, что шло не так в процессе съемок и как я спасла ситуацию. Кроме того, вас ждет небольшой бонусный рецепт в конце этого видео. Из обрезков, оставшихся после создания рисунка. И это будут не кейк-попсы и не пирожная картошка. Так что смотрите до конца. Привет, друзья! На своем праздничном эфире, посвященном 100 тысячам подписчиков на моем канале, я пообещала вам и праздничную выпечку. Исполняю обещанное, и сегодня будем готовить красивейший кекс с рисунком на разрезе. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. И меня зовут Галина Артеменко, если с вами мы еще не знакомы. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под роликом. Для внутренней части я использую кекс «Красный бархат». Для него помимо базовых ингредиентов понадобится красный краситель и натуральный неалкализованный какао. Он не сделает тесто слишком темным и при этом придаст характерный для этого рецепта вкус и аромат. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, а для шоколадного ганаша ингредиентов я взяла с запасом. Порция на 2 плитки шоколада вместо 3 будет впритык, но я всегда подстраховываюсь, а лишний ганаш не пропадет. Консистенция этого ганаша будет мягче, чем у ганаша для трюфелей. Если вы хотите более плотную, возьмите на 50 граммов меньше сливок. Конечно же, свой рисунок я приурочила к своему празднику. Спасибо каждому, кто смотрит мои видео, спасибо за активность, за комментарии, за тепло, за вашу щедрость на хорошие слова. Это для меня очень приятно. Так вот, рисунок, который в моем случае был логотипом YouTube, может быть любым. Вы можете приурочить выпечку такого кекса к какому-то празднику, изобразив какой-нибудь символ, сердечко, например, на День Святого Валентина, или же просто порадовать и удивить кого-то таким вот интересным разрезом. Этап первый. Готовим кекс, из которого мы создадим рисунок. У меня это будет логотип сайта YouTube. Итак, в миске смешайте сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель и немного соли. Перемешайте смесь, чтобы разрыхлитель распределился и поднял тесто равномерно. Теперь размягченное сливочное масло смешайте с сахаром, сперва разотрите, а затем взбейте. В этом рецепте эффект влажности кекса достигается благодаря довольно большому содержанию сахара, поэтому сладкоежкам понравится особенно. По одному введите в тесто яйца, продолжая взбивание массы до кремового состояния. Если яйца будут холодными, то масса расслоится. На данном этапе я добавляю краситель, использую гелевый. Сухой лучше растворить в кефире или ряженке, так он лучше распределится. Теперь в миску с масляно-яичной основой просейте смесь сухих ингредиентов и влейте кефир или ряженку. Я использую ряженку. Сперва быстро перемешайте тесто лопаткой или ложкой, а затем в течение нескольких секунд разбейте комки, смешав тесто при помощи миксера. Если кексовое тесто мешать долго, кекс получится плотным и затянутым. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом. У меня стандартная кексовая, 25 на 11 см. Выпекайте при 160-165 градусах в течение 60 минут или до пробы на сухую палочку. В идеале испечь внутренний кекс заранее, чтобы он успел выстояться. Так он не будет сильно крошиться, когда вы будете вырезать из него нужный рисунок. Если время позволяет, испеките заранее, дайте остыть и заверните в пленку. Оставьте при комнатной температуре. Также удобно заранее приготовить ганаш. Для этого в миску отправляйте белый шоколад, разломав его на кусочки. К шоколаду влейте сливки и отправляйте смесь на водяную баню либо в микроволновку. Белый шоколад очень чувствительный к перегреву, поэтому сперва грейте его по 30 секунд и перемешивайте между циклами, а затем и вовсе грейте по 10 секунд. Когда в смеси останутся лишь небольшие недоплавленные частички, прекратите нагревание. Перемешайте, и эти частички разойдутся. Если шоколад перегреть, он начнет отсекать жир и идти крупинками. В этом случае с ним уже ничего не сделать, поэтому будьте осторожны. Ганаш уберите в холодильник для стабилизации, накрыв его пищевой пленкой в контакт. Теперь давайте подготовим внутреннюю часть кекса, то есть будущий рисунок. Если у вас простая фигурка, сердечко или цветок, то тут все очень просто. Режете кекс на кусочки и вырезаете нужную форму при помощи вырубки для печенья. В моем случае мне нужно получить округлый прямоугольник с выемкой в виде треугольника посередине. Сперва я выровняла внутренний кекс, срезав выступающую часть верхушки и срезала по сантиметру с боков. Все обрезки сохраните, они нам понадобятся в том числе и для рецепта, который будет в конце видео. Сейчас хорошо видна структура кекса. Затем я скруглила углы получившегося бруска. Так как у меня было время и кекс выстоялся, обрезка идет удобно. У меня было 2 сценария создания этого рисунка, и оба я пробовала, но один дал плохой результат. Дальше я его тоже покажу, но пока показываю удачный вариант. Готовый брусок я разрезала на толстые ломтики, и теперь мне нужно получить треугольную выемку по центру каждого из этих кусков. Более того, мне также нужно не только вырезать треугольник, но и заполнить его, чтобы в процессе выпечки туда не попало тесто и осталась полость, которую я затем заполню ганашем.
Для этого из плотной бумаги я смастерила втулку под нужный размер равностороннего треугольника со сторонами по 3 см и длиной в кекс. Эту втулку я обернула пергаментом, чтобы бумага не размокла, и зафиксировала степлером. Из плотной бумаги я также сделала еще одну небольшую втулку, при помощи которой вырезала фигурки из ломтиков кекса. По сути, это была моя вырубка. В каждом кусочке я вырезала треугольник. Я накладывала кусочки один на один, чтобы вырезанная фигура была расположена в одинаковом месте на каждом кусочке. Теперь нужно продеть втулку сквозь получившиеся отверстия и слегка подровнять готовый брусок. Готовим внешнее тесто. Схема приготовления такая же, как и с первым. Размягченное сливочное масло смешайте с сахаром, разотрите и взбейте миксером. Продолжая взбивание, по одному введите яйца, после чего всыпьте смесь сухих ингредиентов, просеяв их через сито, и влейте ряженку или кефир. Перемешайте тесто и быстрыми движениями разгоните комки при помощи миксера. Теперь на дно формы для выпечки кекса, застеленной пергаментом, отправляйте немного теста и уложите внутрь подготовленный брусок, он же рисунок. Заполните тестом бока и верх. Как видите, у меня форма заполнена прямо-таки впритык, так как рисунок довольно объемный. Дальше вы увидите, чем это обернулось, но сразу скажу, все удалось спасти. Итак, отправляйте кекс в духовку, разогретую до 160 градусов, на 50-60 минут или до пробы на сухую палочку. Теперь я покажу, что шло в процессе съемки этого видео не так. Во-первых, как я уже говорила, у меня было два сценария создания рисунка. И вот первый сценарий предполагал не поперечные части с вырезанным треугольником, а рисунок, составленный из длинных брусков. И все не так страшно, но в процессе выпечки этот рисунок все же съехал, и хоть он и был различим, но это было криво. Вторая неожиданность, то ли ожиданность, ждала меня, когда кекс в процессе выпечки поднялся, а небольшие бортики из пергамента не выдержали давления, и с одной стороны тесто начало выливаться. Когда я это заметила, помогла пергаменту, подставив несколько палочек для мороженого, и лучше было сделать это до выпечки, но я просто тупанула и понадеялась, что все будет ок. Так что вот вам лайфхак. Когда форма заполнена сильно, подоприте бортики из пергамента, сделав их повыше шпажками или палочками. Итак, смотрите, каким получился мой кекс. Выглядит так себе. Но это ли повод расстраиваться и говорить себе, что все пропало? Однозначно нет. И сейчас я вам покажу, как запросто выйти из положения. В первую очередь готовый кекс остудите и займемся подрезкой. Так как тесто начало уплывать с одной стороны, съехал и рисунок, но это не страшно. При помощи подрезки мы выровняем кекс. Пока выглядит не очень, правда, но подождите. Сейчас выймем втулку, она выполнила свою функцию. Закрыв один торец кекса листом фольги, наполните полость ганашем. Теперь размажьте немного ганаша по торцу кекса, чтобы получился липкий слой. И теперь берем наши обрезки от красного бархата и протираем их через сито. Получившейся крошкой отделайте смазанный ганашем торец. Теперь смажьте ганашем тот торец, который был закрыт фольгой и не давал ганашу сбежать. Отделайте его крошкой. Так мы запечатали ганаш внутри. Теперь смажьте бока и верх кекса и щедро присыпьте их крошкой. И вуаля! Совсем не видно следов выравнивания. Отделав кекс, оберните его пищевой пленкой и отправляйте в холодильник. По желанию вы можете подавать его сразу после отделки. Посмотрите, каким красивым получился этот кекс. Нежный, влажный, по-настоящему праздничная выпечка. А теперь обещанный бонусный рецепт из обрезков – творожные батончики. Оставшуюся крошку, у меня вышло 280 граммов, смешайте в комбайне с творогом. У меня 400 грамм 5%. Затем влейте немного сливок, кефира или ряженки, чтобы масса получилась кремовой, как на видео. Распределите получившуюся массу по силиконовым формочкам и заморозьте. Отделайте растопленным шоколадом дно батончиков, достаньте их из формочек и полейте шоколадом сверху. Переместите батончики в холодильник для медленного оттаивания. Можно оставить немного красной крошки и присыпать ею батончики сверху. Надеюсь, мое видео и этот рецепт вам понравились. Ставьте палец вверх, если это так, и пишите комментарии, если уже когда-то готовили подобные кексы. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная». А в следующем выпуске будем готовить вкуснейшее сезонное блюдо. Какое, узнаете совсем скоро.